Привет всем, дорогие друзья! Сегодня 39-очка приехала на ремонт. Стучат гидрокомпенсаторы. Сильно так, бак-бак-бак-бак-бак-бак-бак. Такое ощущение, прям, что гаечными ключами бьют капот изнутри. Сейчас ее заведу. И вы все сами услышите. Двигатель М52. Вот. Давление масла гаснет через 3 секунды. Капот открыт. Слышите, какой звук? Очень сильно стучат гидрики. Попробую дать газу. Ужасно сильный звук. Вот так. Пора менять гидрокомпенсаторы. Главное, чтобы давление масла было в порядке в этом двигателе. Если давление масла низкое, даже новые гидрокомпенсаторы могут стучать. Ну, конечно, не так сильно, но все равно могут такой звук нормально издавать. Так, здесь запчасти лежат. Это прокладка клапанной крышки. Вот они, гидрики новые. 24 штуки должно быть. Давайте начнем разбирать. Снимаем крышку, она немного прикипела, как это часто бывает, но нам это не мешает снять ее. Вот сейчас прокладку сдерну. Давай, вот, все, крышка снята. Прокладка традиционно немного прилипла, прикипела к башке. Вот, все, снялась. И вот эти обычно посередине, где колодцы, куски прокладки, они сильно прикипают, бывают даже рвутся. О, видите, как она прилипла. Состояние двигателя видно, то что масло, наверное, не меняли долго. Ну или полусинтетика здесь залита. В принципе, есть нагар, да, но он такого золотистого цвета и нету толщины, то есть нету каких-то отложений. Сейчас попробую локер снять. Ну, здесь то же самое. Мог бы получше мотор выглядеть, если заливали хорошее масло и часто его менять. Открутил дискомуфту. Легко, кстати, она сошла. Снял вот эти пистоны, которые крепят кожух. Сейчас нужно вынуть их. Смотрите, у нас ванус спереди находится. Для того, чтобы к нему подлезть, надо вот это разобрать. Так, в принципе, тоже можно, но тяжело. Доступ будет очень ограниченный. Мы хотим сделать все качественно. Выставить метки как надо. Для этого нам нужно разобрать немного спереди. Да, и метку мы будем использовать на шкиве. Метка ВМТ. Кто знает, что такое ВМТ, пишите ваше мнение. Так, откручиваю ванус. Снял вот этот шланг, тут на 19 болт прижимной. И сейчас откручиваю несколько болтов на 13 и на 10. Видите, как хорошо. Сейчас вот здесь нету вискомуфты, нету кожуха, и ничего не мешает нам крутить гайки. Вот, вышел.
Снимаю натяжитель гидравлический с цепи, для того, чтобы можно было уже цепочку скинуть. Вы запросто можете поздороваться с ней за руку. Голову за это нет. Теперь так не принято. История в письмах и воспоминаниях. Из письма Василия Львовича Пушкина другу Петру Андреевичу Вяземскому. 27 апреля 1830 года, Москва. Откручиваю болтики торксы, которые крепят звезды к валам. Приходится хорошо попотеть, прежде чем мы доберемся до гидриков. В общем, зафиксировал этот натяжитель. Теперь снимаю цепочку. От актеров он добивался максимально точного исполнения творческого замысла. Придерживаемся. Все, снято. Репетиций, как Пьеро и Марина из кукольного театра. Так, скидываем звезду. Все. Вот она лежит здесь. Цепь с нее не будем снимать, чтобы цепь вниз не упала. Так, звезда лежит, и теперь можно снимать валы. Наконец-то добрались до гидрика. Сниму постели, и они вывалятся. Вот они. Все повыпадали. Компенсаторы. О, как видим, смотрите, они рукой продавливаются. Вон. И видите, совсем не держат. Сейчас возьму любой другой. Вот еще один. Он то же самое, вот он продавливается. Чуть-чуть, этот меньше. Вот этот возьму. Ну, короче, одно и то же. Вот они. Новые гидрокомпенсаторы. Вот они. Зачем-то их запихнули в несколько пакетов. Сейчас я буду ставить их. Так. Поставил новые гидрики. Сейчас собираем все обратно, как было. Совмещаю метку на шкиве с меткой на крышке. Чуть-чуть надо провернуть. Вот так. Ровно находится, видите, меточку. Можно муховик поставить, штифт. Можно спереди. Кому как больше нравится. Дальше поставил ровно валы. Сейчас буду собирать цепи. Вкручиваю. Валы выставил, сзади вот эти вот части параллельно головке блока. Поставил ванос, обратно собрал все как было. Сейчас закручиваю ванос и шестеренку. Так, запустил мотор. Работает тихо. Гидрики перестали стучать. Сейчас еще ролики поменяю. Ролик немного свистит с ремнем. Но гидрики больше не стучат.